Всем привет! Вы на канале Суперовский Cats. Сегодня мы в доме, где живут 3 кошки, 1 кот, собака, 2 черепахи и морская свинка. И хозяйка, ветеринар и зоопсихолог Зоя Селюта. И сегодня мы у нее спросим, как же все эти животные уживаются вместе. Даша, давай сначала попьем кофе. Давайте. Зоя, сейчас вот так тихо, спокойно, всегда ли так животные ладят между собой? Ну, нет, конечно. Вот буквально перед вашим приходом было такое, что младший начал немного подзадоривать старшую. Мне пришлось вмешаться, все, конфликт разобрался, все нормально. Ну, а так в основном тихо. Нет такого, что собака гоняется за кошкой, коты за морской свинкой? Вот, ну зачем делать стресс для другого животного, морская свинка тоже животное, я не провоцирую. Но при этом они могут подойти, там в клетке есть такие два отверстия, они могут лапкой подойти и вот так подзадорить. Но он до того, их уже знает, ему 5 лет, он с ними живет, и он себя в обиду не дает. Он может куснуть их где-то там, испугать каким-то резким движением, что не делать. Ой, ладно, не буду я к нему лезть, и все. А получается, кошки, кот и собака между собой дружат, да? Они не ссорятся? Нет, они дружат, они не ссорятся. Да, вот этого уровня надо дойти. И это очень трепетная работа должна быть именно владельцев для того, чтобы они все вместе дружили. Самая первая первенец это у нас трехцветка наша Брыся, а потом появилась собака, адаптация тоже была. Как они вообще у вас появились, вот да, и как это проходила адаптация? Могу так сказать, с моими ошибками, потому что это было 10 лет назад. Конечно же, я сейчас с уверенностью могу сказать, как нельзя делать, как не надо делать. А расскажите, То какие есть были мы ошибки? принесли щенка, поставили щенка, естественно, щенок, мопса, он же начинает бегать, она уже, сформированная была кошка, ей было, по-моему, около 2 лет. Была одна, да, кошка? Да, она была одна, она залезла у нас в кухне на самый высокий шкаф и не слазила туда практически 2 суток только для того, чтобы покушать. И, конечно, на 3-й день, на 4-й она постепенно начала привыкать. Давайте рассмотрим эту ситуацию, да, есть кошечка, решили еще и завести собачку. Что нужно делать, как готовиться, как их между собой вот смотрите. Это надо делать, естественно, постепенно. Мы как должны были принести собаку, их изолировать, и чтобы это было, во-первых, знакомство сначала на расстоянии, через запах, на расстоянии, то есть чтобы увидела кошка где-то вдалеке собаку, вот, потому что он довольно-таки активный, и чтобы у нее не было этого испуга. То есть нужно собаку и кота изолировать, да, друг от друга, если решили вот заводить? Да, Вместе. надо, чтобы это знакомство было постепенно и на расстоянии. Они, в любом случае чувствуют запах, но это не надо, чтобы, когда принесли, в данном случае, как у меня, поставили, он сразу побежал. Это должно быть на расстоянии. Кошка должна увидеть собаку сначала визуально. Естественно, она отреагирует и будет понимать, что, тем более, если у нее никогда раньше не было контакта с собаками, она может отреагировать агрессивно. Во-первых, чтобы она не навредила тому же щенку. И вот постепенное такое сначала визуально, потом, возможно, через запах, и уже кошка сама придет к тому, что вот как она хочет общаться с... То есть тот, кто первый появился в доме, тот и выбирает, какая-то будет модель общения или как? Нет, в основном выбирают коты, конечно же. Ну да, Вот. есть собаки, которые хорошо реагируют и дружат, и есть те, которые не очень. Поэтому хозяину надо понимать привилегии и свои, я так скажу, возможности. Собаку тоже можно приучить, та, которая не очень любит котов. Есть собаки, которые живут со своими котами очень хорошо, но гоняют и едят соседей.
Тут надо понимать, может ли сделать и готов ли хозяин на очень трепетную работу корректировки поведения собаки, кота своего, чтобы они потом ужились вместе. Не так получилось, что он пришел, оставил, как оно будет, так оно будет, так развернулся и ушел. Очень интересно, как наладить вот, питание, туалет. Туалет. Пошлите в туалет. Пойдемте. По правилам должно быть, вот у меня 4 кошки, у меня должно быть 5 туалетов. А зачем? Для того, чтобы у них был как запасной туалет, если вдруг те грязные все, ну, чтобы больше была возможность. А если одна кошка? Одна кошка, лучше начинать с 2 туалетов, а потом, если что, переходить на 1. Вот в данном случае у меня нету 5 туалетов, но были. У нас вот было 3 здесь, 1 там, и желательно, чтобы они, конечно, были в разных местах, и 1 в туалете. И я обратила внимание, что они все в основном начинают ходить сначала в 1 горшок, потом они как-то переходят все в другой. В основном у котов он 1 раз туда сходил, он 2 раз туда не пойдет. У меня нету такого правила. То есть они могут даже сходить по большому, 1 в 1 уголок туалета, другой в другой уголок. Я до сих пор не могу понять, сказать этой логики, я еще это изучаю, буду смотреть. И я постепенно начала выбирать эти туалеты и смотреть. В туалете лоток, они вообще не ходили туда. Ну, он там не нужен, я его убрала. И уже, наверное, последних 1,5 года у нас осталось 3 вот этих лотка, которые прекрасно им нравятся. А где сейчас черепахи? У них сегодня моцион. Пошлите покажу. У нас на даче для них озерцо есть, и мы летом всегда их вывозим, там, где они могут поплавать. У них аквариум тоже есть, но он немного меньше, и такой возможности много плавать нет. Поэтому мы делаем такой вот... Как часто? Ну, как есть возможность, 1-2 раза в неделю. А это полезно, да, для них? Они должны, конечно же, плавать, естественно. Вот специально ставлю такой бортик, чтобы когда хотели, они вылазят, обсыхают. А что это за черепахи? Это наши, не наши, может, европейские? Это черепаха водоплавающая красноухая, которая вообще живет в Амазонке, то есть в теплой реке. Их завезли, естественно, и они ужиться в наших условиях природных не могут. Очень, кстати, интересно. Вот это вот продуманный. А как их зовут? Это продумано, а то торопыш. Он довольно-таки активный, то есть он постоянно где-то что-то гребет, и вот у него даже немного другие коготочки, да. Кусаются, кстати, они очень сильно, и они же как и хищники. А вторая-то побольше, это да, девочка, черепашка? Да, и она вообще, Она классная. старше, да? Нет, они одинаковые. Просто девочки Возраста, больше, да? да? Они, да. А потомство было у них? Нет, не было у них потомства. А сколько им лет? 3 года. Да, мы их 3 года назад завели. Это не мое хозяйство, это хозяйство моего мужа. Это он захотел завести этих черепашек, я была не против. Я занимаюсь собаками-котами, а вот он все знает о них. Твой активный Гарфилд, он не охотится на них? Сейчас уже нет. Интерес у него пропал к ним. Изначально, конечно, когда они только съехались все вместе, они шурудят, плавали, проявлялся интерес. Ну, он мог опять же где-то там лапкой залезть, но мне кажется, может, они его даже пару раз и цапнули, и он поэтому и не лезет, потому что они кусаются довольно-таки больно. Зоя, когда вы едете на дачу, берете с собой животных, как это все выглядит? Это же должна быть какая-то двухэтажная машина. Мы кошек оставляем дома, это у нас старожилые квартиры. С собой мы берем только собаку, морскую свинку и черепах. У них есть специальные, как мы называем, транспортировочные капсулы, да? Ты вообще планировала, что у тебя будет столько животных? Нет, конечно. Первая кошка, которая она появилась у меня 12 лет назад. Я работала тогда в ветеринарной клинике. И принесли маленького котенка, люди нашли на улице с огромным ожогом на шее. Она пробыла в клинике 3 месяца. Ее никто не забирал. То был после брыси.
А потом мы завели собаку, выбирали долго породу, потому что у каждой породы свои есть нюансы, чтобы было комфортно с этой собакой жить. Вот мы завели вторую запланированную собаку, а остальные все как-то вот так получились. А потом у нас появилась мышка, ее мой супруг нашел в дождь, уже начало темнеть, маленьким вот таким вот, буквально она там очень маленькая была, на разделительной полосе, на трассе, случайно заметил, что кто-то шевелится, остановился, взял и вот так вот принес. И она осталась с нами. Потом третья это Луна. Луна породистая, да? Луна породистая, да. Она у нас очень проблемная по здоровью. И желательно, нежелательно, она живет с ветеринаром, потому что у нее постоянно бывают рецидивы. У нее ферментная недостаточность поджелудочная, и люди уезжали за границу, и как раз у нее происходил в этот период обострение, и мы решили, договорились, что я ее заберу к себе, вот, потому что, ну, и будет жить она с ветеринаром, потому что по-другому хозяева не смогут с ней совладать. Так, кто был дальше? После Луны у нас появилась морская свинка. Я вообще не планировала заводить грызуна какого-то, тем более с таким количеством охотников, уже 3. Но эта морская свинка жила у моей знакомой. И эта свинка укусила маленького ребенка. Укусила, я не знаю, насколько серьезно, но она очень обиделась, разозлилась образно на это животное. Она позвонила сначала ко мне и сказала: найди ему семью. И когда пришел мой супруг с работы, я ему рассказала эту историю, а он видел этого Мотю, и он говорит: как, да ну ты что, да она сейчас выложит твой LX, и в основном берут этих свинок, ну это жестоко, конечно, для натаскивания охотничьих собак, есть такое, и он говорит, тем более, когда бесплатно отдают, говорит, ты его забери, вот. А мы его найдем, куда пристроить уже из наших. Я говорю, ну ладно, говорю, ну у нас как-то коты, ну ничего, мы опять же изолировали, все. Сначала должно привыкание любого животного быть изолировано, абсолютно не агрессивный. Я ему сама стригу когти, то есть как это подстричь, это грызун, я аккуратненько его где-то, Мотя, говорю, нельзя не кусаться. Купили большую ему клетку, он там находится. Коты ее открыть не могут? Они ее открыть не могут, там есть 2 небольших отверстия круглых, и они лапкой туда могут залезть, но опять же он себя в обиду не дает, он может где-то их вкуснуть. Вот они там его подраконили и все, и разошлись. В принципе, он довольно-таки большой. И вот сейчас мы уходим, если нас нету дома, он стоит на своем месте, и я прихожу, все живы, здоровы, клетка не разодрана, и никто не трогает эту морскую свинку. Потом у нас появились черепашки, это целенаправленно мы поехали, купили, и вот после них появился у нас, получается, Гарфилд. Тоже случайно? Тоже случайно. Зоя, наверное, вот то, что у тебя столько много животных, наверное, поэтому ты и стала зоопсихологом. Да, могу сказать, да. И я ветеринарный терапевт уже 12 лет. Естественно, очень есть такие проблемы, когда ко мне приходили, и больше было связано не с патологией органа у животного, а с его эмоциональным состоянием. И плюс еще то, что у меня такой зверинец, я к этому пришла. Но прежде чем вы начинаете корректировать поведение, надо проверить, здорово ли ваше животное. Это очень главное. Теперь смотрите Зоины советы на нашем YouTube-канале, задавайте любые вопросы, которые вас интересуют, даже если что-то непонятно или есть какие-то спорные моменты. Пишите нам подробную информацию, присылайте свои вопросы на нашу почту и пишите комментарии. От себя хочу добавить. Побольше пишите информации, а в идеале, конечно, делайте видео нежелательного поведения вашего питомца, чтобы я максимально могла понять. Пока! До свидания.